покупают Волги в 23-м году. Ну или долбоящеры, или грузины со сирийцами вместе. Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь, любит праздники и громкий смех, пыль дорог и ветросвист. Он был везде и всегда своим влюблял в себя целый свет. И гнал свой байк, а не лимузин, таких друзей больше нет. И в гостиной при свечах он танцевал как бог, но зато менялся на глазах, только вспомнит шум дорог. Все, что имел, тут же тратил и за порог сделал шаг. Мой друг давал команду братьям, вверх поднимая кулак. Ты летящий вдаль, ангел. Всем привет, с вами канал Грузин на Марсе. Сегодня будет у нас очень интересная серия. Расскажу про чудо автомобиля. Что купил мой близкий товарищ и зачем. Итак, представим ситуацию, что у нас, в принципе, очень скоро произойдет, что рынок автомобилей до 2 миллионов, он умрет и исчезнет. У вас есть 300 тысяч, вам хочется большой седан. Седан с историей, кайфовый седан, мягкий, удобный, классный и не очень дорогое обслуживание. Главное найти хорошего мастера. Подсказка. На этом автомобиле есть один из наших футболистов. Итак, о чем я? А я о Волге. Волга 31102. Люкс. Это советский Мерседес. Давайте посмотрим, что можно купить за 300 тысяч рублей. Сколько нужно еще денег в него вложить. Возможно, поговорим с владельцем. Поехали смотреть. Его байк. Один бродяга нам сказал, что он отправился в рай. И летящий вдаль, ангел. И летящий вдаль, ангел. Но он стал союзником рая в ту ночь против тебя одного. И летящий вдаль без песни. Давайте посмотрим, что под капотом у этого зверя. А под капотом у этого зверя крайслеровский мотор. Есть намек на шумоизоляцию. Сори за ветер. К сожалению, снимать особо негде. Крайслеровский на 135 лошадей. 2.4, по-моему. Да. Машина зверь, брат. Ну, дальше посмотрим. Расскажу еще про нее. Ну, тут на самом деле только мотор красился. Коробка и мост все волговский. Мост даже в Чайковске стоит. Вот так, посмотрите, сколько места. Ставь, что хочешь. Давайте посмотрим, что у нее в салоне. Эти прикольные ручки. Ну, хотя я люблю больше вот эти классические ручки. Мир роскоши и богатства. Из приятных все стеклоподъемники. Регулировка зеркал автоматическая. И, конечно же, это инжектор. Панель приборов. Музычка. Но это уже поставили сами часы. Климат-контроль, который работает без кондиционера. Почему-то показывает не Цельсия, а Фаренгейты. Ну, это мелочь. Дерево. Приятный велюр. Такой сейчас, наверное, не встретишь на современных автомобилях. Ну, вот товарищ мой только взял. Сейчас пока почистит его. Сделает пепельница. Пепельница с прикуривателем. Кнопка турбо. Интересно, куда она повезет. Волга. Слушайте, ну, Волга всегда была моей мечтой. Что в Волге приятного и прикольного? Это огромный салон. Посмотрите, насколько. Я 130 килограмм, с большим, 1,85 м. И сколько здесь места. Я не достаю до дверей. То есть, ну, прям место в вагон по сравнению с моей пиздюркой Audi.
места в ней много. Она и как баржа сама размером. Посмотрите на торпеду. Она огромная просто. И на огромный салон. Сзади место вообще просто кайф. А где у Волги самое главное место? Самое главное место у Волги сзади. Давайте посмотрим, каково тут сзади. Волга, сиди в туалете долго. Сзади есть падла. Подлокотник. Большой, удобный. Королевское место на самом деле сзади, в Волге. Ручка. Держишься, едешь с кайфом. И командуешь там: чувак, давай побыстрее, переключись. Ехали быстрее. Место на самом деле до хрена. Я с ростом 1,85 м и с весом 130 килограмм вполне помещаюсь на заднем сидении. Ну, конечно, здесь нет никаких наворотов. Есть прикуриватель задний и пепельница. Что еще надо в те времена? На двери нету, конечно же, никаких USB портов и так далее. С другой стороны, а что вы хотите? 300 тысяч рублей. Да, конечно, она будет ломаться. И ремонт будет, наверное, болезненным. Но я думаю, что если разок в нее вложить полтинник, тут больше ломаться особо нечему. Тут нет шкварни, который нужно каждый раз после дождя смазывать. Тут стоит уже шаровый. Мотор крайслеровский. Один раз починил, да поехал дальше. Коробка, задний мост чайковский стоит. Коробка вообще надежная. Ну, как бы гудит. Ну, все гудят Волги. И ничего, ездит нормально. Друзья, 300 тысяч рублей. Это тебе как Волга мягкая, как иномарка. Ну, в Волге, конечно, есть минусы. Это ее тормоза, расход топлива. Ну, как бы. Зато комфорт. Такого комфорта нет ни у кого из советских машин. Что еще вам могу сказать? На самом деле, вот задавал товарищу вопрос, у него 2 детей. Можно ли присобачить детское кресло на заднее сиденье? Ну, сейчас это очень актуальная тема. Я думаю, в те годы, когда делали Волги, никто об этом не задумывался. Да, можно, он делает ремнями обычно. Все, просунул, прикрутил. Ездит дальше с кайфом. В Волге металла больше, чем в любом советском автомобиле, поэтому, я думаю, безопасность у нее нормальная. Ну, относительно, конечно, нормальная. Кстати, есть еще такой индивидуальный свет. Вау, он работает. Ничего себе. 300 тысяч рублей, друзья. Долго искал его. Ну, конечно, есть замечания по кузову, есть рыжики небольшие. Ну, тут целые пороги, дно целое. Как бы есть проблемы, наверное, какие там с электрикой, надо посмотреть. Ну, это все решаемо. Решаемо, друзья. И вот это ответ на самое главное. А самое главное что? Самое главное, когда нет денег и хочется машины. И не нужно думать: мне нужно там 2-3 миллиона купить машину. Да вот, купил, езди, машина прекрасная. Запчасти стоят по нашим меркам относительно недорого. Починил и поехал дальше. Волга нигде не оставит. Еще раз повторюсь, это очень комфортный автомобиль, это баржа. Я вам скажу, что по размеру, вот я ездил до этого на пятерке BMW, по размеру не меньше пятерки, по ширине и по длине. Охрененный автомобиль, честно. Слушайте, самое главное мы не посмотрели, а какой в Волге багажник. Да, для любого семьянина что важно? Задний салон для детей, удобство управления. У этой Волги есть и гидроусилитель, и АБС, все в принципе есть. Посмотрим, какой у Волги багажник. Давайте посмотрим, какой у Волги багажник. А у Волги багажник, если сказать огромный, это ни хрена не сказать. Здесь уместится 3 грузина. Диски 17 размера, если что. Резит, видите, да, как 2 колеса в сборе. Тут поместится, наверное, все. И коляска, и ашан, и рассада для дачи. Здесь поместится все. Еще плюс, какой у Волги есть. На Волгу можно поставить крышу вот сюда. И тогда грузоподъемность вашей Волги увеличивается в разы. Вы знаете, наверное, будет справедливо спросить у хозяина автомобиля, нахрена он купил Волгу, имея, в принципе, 2 автомобиля в семье. Итак, слово хозяина моему близкому другу Артуру. Добрый день, добрый день. Ну, адекватной цели для окружающих я не найду, поэтому это просто как бы удовольствие, это потребность душевная, скажем так, из детства. Я решил попробовать, что такое Волга. Ну, никакой нужды в этом автомобиле, скажем так, не было. Чисто банальный интерес, детская мечта.
который я осуществил. Баловство можно назвать как угодно, но Скажи, Артур, как по дороге? отлично, шикарно, никаких проблем у меня не возникло. Ехал 140-150, но, конечно, ощутимо бензин уходил на этой скорости, после чего я уже остепенился, ехал 100-110, и, соответственно, расход тоже как бы стал более адекватным. Вот так вот, с первых уст и с первых колес. С вами был канал Грузин на Марсе. Не думайте, что все закончилось и автомобилей больше не будет. Автомобили будут. Повысился утильсбор в России. Я не знаю, думаю, все про это знаете. Пока машин явно скоро очень подорожают. Пока мы ничего не привозим в силу того, что ждем разъяснения официальной от таможни. Но вот вам пример. За 300 тысяч рублей можно поискать, найти нормальный автомобиль, в который можно вложить немного денег и ездить спокойно и кайфовать. Да, конечно, ну как бы это Волга неповоротливая, там, возможно, будет ломаться иногда, но зато можно ее починить на коленке в любом автосервисе и поехать дальше. Кстати, по поводу ликвидности Волги, тут не очень, она не супер ликвидная, это автомобиль на любителя, не все его, это пока на любителя, в силу того, что у нас есть что выбрать. Пока, когда автомобиля не станет, я думаю, Волга будет бизнес-класс для чиновников, снова вернется эта история. Надеюсь, кстати, что Волгу также реанимируют, как Москвич. Конечно, не хочу, чтобы выпускали китайцы, а выпускали именно Волгу. Посмотрим. С вами был канал Грузин на Марсе. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментарии, вот эту всю хрень. Очень прошу. Почему? Потому что у меня не так много подписчиков на канале, но до хрена просмотров. Это говорит о том, что вы просто смотрите, но не подписываетесь. Вам это ничего не стоит, мне приятно. Всех благ, вам здоровья и не болейте.